Всем привет! Я уверена, что все вы слышали такие русские слова, как «все» и «все». Они очень похожи по звучанию, но значение у них совершенно разное. Также вы могли слышать такие слова, как «весь» и «вся». Они тоже похожи, но как же их правильно употреблять? Давайте вместе разбираться. Все зависит, как всегда, от рода. Так, все 4 слова «весь», «вся», «все», «все» на английский мы переведем одинаково – all, но в русском мы употребляем их по-разному. Так, первое слово «весь» – это для мужского рода. То есть мы будем употреблять «весь», когда следующее за ним слово мужского рода. Например, я работала весь день. День – это слово мужского рода. Будьте внимательны. Слова с мягким знаком на конце могут быть женского и могут быть мужского рода. 50/50. Нам всегда нужно с самого начала запоминать, какое слово женского, какое слово мужского, потому что для таких слов нет какого-то особого правила. И второй пример. Весь мир знает этого актера. Весь мир. Опять же, слово «мир» мужского рода. Далее. Слово «вся» – это уже для женского рода. Например, вся комната наполнена ароматом роз. Или вся группа подготовила презентацию. Здесь также будьте внимательны. Я даю вам все 4 слова в их базовой форме, в именительном падеже. Но вы можете их встретить и в других падежах, в других формах. Например, это слово «вся» может стоять в винительном падеже, и тогда оно будет выглядеть как «всю». Например, я знаю всю песню наизусть. Так что внимательно, потому что эти слова вы можете видеть и в других формах. Но вам обязательно нужно знать их базовую форму. Весь, вся, все, все. Следующее слово – это «все». «Все» – это для среднего рода. Например, ты все время отдыхаешь. Слово «время» – это слово среднего рода, несмотря на то, что оно выглядит как слово женского рода с буквой «я» на конце. Но вы должны запомнить, что это исключение. И всегда, когда вам нужно сказать all the time, вы будете говорить «все время». И следующий пример – все небо затянуто облаками. Также слово «все» может использоваться отдельно, и я уверена, что именно так, отдельно, вы чаще всего видите это слово. Оно может означать everything. И таким образом мы можем сказать «я знаю все». И последнее слово «все» – это множественное число. Например, все люди хотят жить хорошо. Все люди. Слово «люди» во множественном числе и в единственном числе оно выглядит как «человек». То есть тоже мы запоминаем именно эту форму. All the people. Все люди. Или следующий пример. Все мои вещи висят в шкафу. Также слово «все», как и слово «все», может употребляться отдельно, но оно противоположное. Если слово «все» означает everything, то есть мы говорим о каких-то объектах, то слово «все» означает everyone, то есть мы говорим о людях или каких-то живых существах, например, животных. И также обращайте внимание на произношение. Все. «Ё» – это everything, все «е» – это everyone.
Ну вот, это было несложно, но опять же, было несложно, потому что мы говорили только о базовой форме, об именительном падеже. Если мы говорим о других падежах, то тут нужно помнить и о роде, потому что каждый род будет менять форму в разных падежах и будет иметь разные окончания. Поэтому вам нужно быть очень внимательными, когда вы изменяете это слово по падежам. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, изучайте русский язык вместе со мной, а также не забывайте, что у меня есть курс по глаголам, который вы можете изучить за 2 часа, и также я веду индивидуальные уроки. Всем спасибо и удачи в изучении русского языка!